Привет, друзья! Под конец путешествия в Калифорнии я решил сделать еще одну обязательную вещь, которую я делаю в каждом штате. Сейчас я нахожусь в аэропорту, где прыгают парашютисты. И здесь мне сказали, конечно, можно остановиться на ночлег, на парковочке, вот, без каких-то проблем на территории аэропорта, и попрыгать, и заодно переночевать. Этот аэропорт интересен тем, что здесь помимо прыжков также есть аэродинамическая труба вот сзади, где все, кто хочет свои навыки улучшить, могут заплатить денежку и полетать в трубе, даже если ты боишься прыгать с самого самолета, ощущения будут примерно те же самые. Ну а я решил напоследок дня, чтобы хорошо спалось, сделать прыжочек, так сказать, размяться, посмотреть на пейзажи вокруг с высоты птичьего полета и прыгнуть, значит, с парашютом. Заодно покажу вам весь процесс. Для того, чтобы прыгнуть, мне понадобится прежде всего парашют мой, который у меня всегда в автодоме лежит. Вот он, малыш. Также мне понадобится шлем, чтобы ветер не задувал мне в глаза. Вот мой парашютный шлем тоже всегда со мной. Еще чем хорош шлем вместо обычных очков для прыжков, тем, что к нему можно прицепить GoPro, что я, собственно, и сделаю. Ну и последнее, что мне понадобится, это мой высотомер, чтобы понимать, на какой высоте и когда выбрасывать парашют. Для этого его нужно включать непосредственно в том месте, где ты прыгаешь, чтобы он показал 0 метров именно в этой точке, то есть не учитывая уровень моря, а непосредственно поверхность той земли, на которой я нахожусь. Прежде чем парашют надевать, надо сначала его проверить и включить все необходимое. Сейчас покажу, что я делаю. Значит, сам первый важный момент, мы проверяем запаску, что она в порядке. Вот пин для запасного, значит, он с пломбой, и его пакует только сертифицированный укладчик. Я его не могу паковать, это вещь для спасения жизни, когда все остальное плохо. Второй момент, мне нужно включить устройство автоматической активации, которое вот находится здесь, такой компьютер маленький. И что оно делает? Оно позволяет выбросить запаску автоматически на высоте 300 метров, если вдруг ты отключился, потерял сознание, с тобой стало плохо или просто забыл. В таком случае вот он сам, там есть пиропатрон, он отстреливает шнур и запаска автоматически открывается. Вот сейчас он у меня включен. Третья вещь, которую я проверяю, это пин самого моего основного парашюта, что он тоже зачекинен. Чека у него, значит, внутри. И вот эта вот зелененькая штучка говорит о том, что мой маленький парашютик, который вытягивает основной парашют, тоже правильно сложен. Это как такая дополнительная проверка безопасности. Сзади проверяю, что все 3 кольца, которые отсоединяют основной парашют, тоже не запутались, аккуратно, значит, уложены. И вот эта вот чека, которая тоже позволяет отсоединить основной парашют, тоже с ней все в порядке. С этой стороны тоже 3 кольца, все ровно, все готово. Эти вот 2 ручки, это как раз таки ручки, которые используются для того, чтобы вручную отсоединить основной парашют и выбросить запасной, если что-то пошло не так. Сначала красной ручкой, когда мы ее выдергиваем, мы отсоединяем основной парашют, а потом синей ручкой, когда мы ее выдергиваем, мы открываем запасной. Вот надо тоже проверить, что они в порядке, что они не отсоединились тут, что они плотно, в общем, на липучке сидят. Тут все в порядке. Ну, все, можно надевать парашют. Так вот он через ноги одевается. Одна, вторая. Как обычный рюкзак. Вот так вот он одевается. Здесь, значит, ремень. Очень важно, чтобы он был застегнут плотненько, ничего не было перекручено. Так вот мы его зажимаем сквозь колечко. Это все запаковываем, тоже, чтобы не болталось. И сюда на резиночке, значит, продеваем. Вот все плотненько. И то же самое делаем с ножными стропами. Значит, здесь вот это все утягиваем, зажимаем. Лишнее убираем внутрь. Резиночка с второй стороны. Все лишнее внутрь и резиночка. Вот, все готово. Мой высотомер у меня будет на руке все время, чтобы когда я под куполом и руки вот так вот вверх,
я мог сюда посмотреть и увидеть высоту уже на приземлении. И последнее, это мой шлем. Значит, он надевается в самом конце, но я вам покажу, как это выглядит. Вот так он надевается, здесь затягивается. И в шлеме тоже у меня встроен еще один альтиметр, который не показывает, но пищит на определенной высоте по-разному. То есть я могу слышать в ушах во время прыжка, примерно представлять, на какой высоте сейчас нахожусь, когда нужно открываться. Погнали! Вот на этом самолетике полечу, вот на такой акуле. Вот, тут я уже записан, значит, все готово. Вот. Чем отличаются в Калифорнии парашютные зоны от всех остальных штатов? Тем, что тут можно еще и вот в бассейне затусить вечером, гриль-бар и, в общем, такая расслабуха полная. Кстати, здесь есть туалеты, души, даже стиральная машина. But I actually, although I didn't make a fortune, I still made a little bit of money. Suck it in. Track away, leave him for dust. I'm can one. Вот так вот и летаем. Ну, окончен бал, погасли свечи, а мы идем домой на вен.
Когда все отснято, обработано и прыжочки сделаны, вечерком можно немножко и отдохнуть. Я люблю поиграть в своего любимого Ведьмака. Здесь у меня уже все доспехи, все уровни, так сказать, пройдены, но я иногда перепрохожу его заново, потому что, это просто классный мир, и с нетерпением жду 4-й части. Ну а здесь вот мой второй дом. Винодельня Корво Бьянка, полностью обустроенная, декорированная и готова к тому, чтобы я проведал, как дела в моей усадьбе. Здрасте вам. Так, кто-то уже набрался. Все мои тут доспехи, которые только есть в игре. Мой дворецкий. Как идут ремонтные работы? Мнение вашей милости чрезвычайно важно для меня. А что у нас на кухне? Спасибо, что позволили мне остаться. Не припомню, когда еще была так счастлива. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Но пока что почему-то меня в город не тянет. Кого-то мне эта бабка напоминает. Ты уверен, что не заскучаешь? Вот так вот и живем, друзья, вот так вот и живем. От прыжков до национальных парков колесим страну. Всем хорошего оставаться. До новых встреч. Пока-пока.